Всем привет, друзья! Сегодня с вами приготовим те самые бенто-торты, которые просто покорили кондитерский мир, став трендом сезона и продолжают набирать популярность. Также их называют ланчбокс-тортами. Сама идея пришла из Кореи, а бенто – это японское слово, что значит однопорционная еда в упаковке. Бенто-тортик предназначен на одну персону, вес тортика около 500 граммов. Упаковывается он в эко-бокс из сахарного тростника, и к нему прилагается эко-ложечка или вилочка и свечка. Получается такой персональный набор. Декор у тортов очень простой, смотрится мило, тортик легко можно взять с собой. А я покажу, как за минимальное количество времени можно приготовить сразу 5 разных бенто-тортов с шикарными вкусами. Приготовление начнем с бисквитов. Бисквиты для бенто-тортов можно приготовить двумя способами. Сейчас покажу первый способ. Готовим шоколадный бисквит. Итак, нам нужно соединить сухие ингредиенты, муку, какао, разрыхлитель, просеять их через сито и венчиком хорошо перемешать, чтобы они между собой объединились, пока отставить в сторону. В сотейнике нужно соединить молоко, сливочное масло и шоколад и отправить нагреваться до горячего состояния, чтобы шоколад и масло полностью разошлись. В отдельной чаше, где будет замешиваться бисквитное тесто, нужно начать взбивать яйца на невысокой скорости миксера. Белок с желтком должны объединиться, а масса должна взбиться до состояния так называемой мыльной пены. И в тот момент, не прекращая взбивания, начинаем постепенно порциями подсыпать сахар. И когда весь сахар будет введен, продолжаем взбивать массу. Она должна значительно увеличиться в объеме, значительно посветлеть и стать пышной. Вот до такого состояния должна взбиться яичная масса вместе с сахаром. Теперь ко взбитой яичной массе добавляем просеянные сухие ингредиенты и при помощи лопатки, миксер уже нельзя здесь использовать, вмешиваем сухие ингредиенты в яичную массу. Вмешиваем прокручивающими осторожными движениями, но долго не вымешиваем. Когда сухие ингредиенты вмешались, вот до такого состояния мы нагрели молоко с маслом и шоколадом, вливаем его в тесто и также при помощи лопатки перемешиваем до объединения. Доставать лопаткой обязательно нужно до дна, потому что жидкая масса опускается на дно. И в итоге должно получиться вот такое однородное тесто. Бисквитное тесто выливаем на противень, застеленный пергаментной бумагой, распределяем его равномерным слоем и выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке. Выпекается бисквит быстро, у меня ушло около 11 минут на выпекание. Достаем готовый бисквит, с противня его сразу же переносим на стол и чем-нибудь накрываем для остывания. Пергаментной бумагой, либо тефлоновым листом. И после того, как бисквит остыл, вырезаем из него круги нужного диаметра. И у меня будут тортики диаметром 12 сантиметров. Также сюда еще поместятся и 14-сантиметровые бисквиты. Минус такого способа заключается в том, что он не очень экономичный и получается много обрезков. А плюс этого способа в том, что не нужны формы для выпечки бисквитов. Итак, второй способ выпечки бисквитов для бенто-тортов – это выпечка в формах. Я также выпекаю в форме 12 сантиметров. Здесь я приготовила бисквит, как я готовила для малинового торта, с той лишь разницей, что я не добавляла сюда малину. Ссылку на этот рецепт я оставлю в описании под видео и количество ингредиентов укажу. Итак, плюс этого способа заключается в том, что он очень экономичный. Одного бисквита хватает на один торт, но, соответственно, нужны для этого способа формы. Итак, вот такими бисквиты получились. Достаем их из форм, оборачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник до использования. А пока приготовим вишневую начинку для тортов. Такую начинку я часто использую в своих десертах, она готовится быстро, просто получается вкусной. Нам понадобится вишня без косточек, сахар, кукурузный крахмал и немножечко водички. Все это вместе соединяем в сотейнике, перемешиваем, отправляем на плиту, доводим до кипения при постоянном перемешивании и после кипения увариваем буквально 1-2 минуты до загустения. Когда конфитюр вот так загустел, снимаем его с плиты, переливаем в посуду, где он будет остывать, накрываем пищевой пленкой в контакт с поверхностью и убираем до полного охлаждения.
Для пропитки бисквитов в двух тортах нам понадобится кофе. Приготовьте свой любимый кофе удобным для вас способом. Я готовлю в гейзерной кофеварке. Я единственное не рекомендую использовать растворимый кофе. Теперь приготовим крем. Приготовим порцию базовую крем-чиза на сливках и из него потом сделаем 3 разных вкуса. Итак, нам нужен холодный творожный сливочный сыр, очень хорошо охлажденные жирные сливки и сахарная пудра. Все вместе в чаше взбиваем до объединения, до загустения. Крем должен стать полностью однородным. Вот таким в результате должен получиться крем. И теперь мы его разделим на 3 части. У меня получился килограмм крема, и на весах я его поделила на 400 грамм и одну часть убрала, эта часть крема останется сливочной. А в другие 2 части, в одну часть 400 грамм, где я добавила фисташковую пасту, а в меньшую часть я добавила какао и растопленный шоколад. И просто миксером на низкой скорости перемешала вот до такого однородного крема. И в итоге получилось 3 вкуса крема: сливочный, фисташковый и шоколадный. Все пропорции я укажу в описании под этим видео. Итак, сейчас будем собирать торты. Бисквиты, которые выпекались в форме, нужно каждый разделить на 2 части. Итак, все готово для сборки тортов. Помимо крема, вишневого конфитюра и кофе, я также буду использовать рубленые фисташки и тертый шоколад. Сейчас мы за один раз соберем 5 бенто-тортов с совершенно разными, очень вкусными начинками. Итак, первый торт будет по типу тирамису. Белый бисквит пропитываем кофе. Второй торт будет со вкусом кофе-шоколад. Очень-очень вкусный торт. Также один шоколадный бисквит пропитываем кофе. Далее торт, который будет по типу тирамису. Делаем бортик из крема. Внутрь выкладываем тертый шоколад и сверху закрываем слоем крема. Третий торт у нас будет со вкусом вишня-шоколад. Наносим белый крем на шоколадный бисквит, делаем из белого крема бортик и выкладываем половину вишневой начинки. Вторая половина понадобится для другого торта. Итак, торт вишня-шоколад сверху накрываем шоколадным бисквитом, торт тирамису сверху накрываем белым бисквитом, пропитываем его кофе, и 2 торта у нас уже готовы. Третий торт со вкусом шоколад-кофе выкладываем бортик из шоколадного крема, внутрь тертый шоколад и сверху закрываем частью шоколадного крема, накрываем шоколадным бисквитом, пропитываем кофе, и третий торт уже готов. Следующий торт будет со вкусом шоколад-фисташка. Выкладываем на шоколадный бисквит фисташковый крем, распределяем сверху рубленными фисташками и закрываем вторым шоколадным бисквитом. Готов 4-й торт. И 5-й торт также будет очень вкусным, со вкусом фисташка-вишня. Наносим слой фисташкового крема, делаем бортик, внутрь выкладываем оставшуюся вторую половину вишневого конфитюра, и 5-й торт готов. И остатками крема смазываем верхушки тортов. Подробно количество всех ингредиентов к каждому торту я обязательно укажу в описании к этому видео. Итак, торты убираем на стабилизацию в холодильник. После того, как торты стабилизировались, будем их выравнивать. Для выравнивания я приготовила крем-чиз на сливочном масле. Его очень подробный рецепт и техника работы с ним у меня есть на канале. Я ссылку обязательно оставлю в описании под этим видео. Крем я разделила на 5 равных частей и покрасила в 5 разных цветов, выровняла торты и далее их декорировала. Декор у бенто-тортов очень простой, потому что высота торта не позволяет делать какой-то объемный декор. Чаще всего это просто какая-то кремовая роспись, небольшие кремовые рисуночки, кремовые надписи. Я делала все тем же самым кремом, которым и выравнивала. И в результате у меня получились тортики весом каждый примерно 400-450 граммов без выравнивания. И плюс на выравнивание каждого торта ушло 200 граммов крема. То есть готовый торт с выравниванием получился весом около 600 граммов. Также все параметры, высоту я все укажу в описании под видео.
Вот такие милые бенто-тортики получились. И теперь самое главное, упаковываем их вот в такие ланчбоксы, где сверху будет прикрепляться ложечка или вилочка, также эко, и свечка. Как переносим тортик? Сначала переносим его на кусочек пергамента, и затем, во-первых, с помощью пергамента будет его очень легко перенести в ланчбокс, а во-вторых, так как ланчбокс выполнен из сахарного тростника, он от влаги холодильника и от влаги самого торта он начинает размокать, а пергамент немного будет от этого защищать. Итак, перекладываем все тортики и все, бенто-торты готовы. И если честно, я получила огромнейшее удовольствие, делая эти бенто-тортики. Ну, правда, посмотрите, какими они классными получаются. Обязательно сейчас вам покажу разрезы, они еще и получаются очень-очень вкусными. И на этой очень вкусной ноте у меня все. Друзья, я как всегда благодарю вас всех за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал и до новых встреч!